Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас такой небольшой урок. Очень много было просьб связать полюбившийся нам узорчик, но соединить его в круг. Соединить его в круг. Я его соединила, показала, рассказала. Теперь предлагаю вам посмотреть, освоить, а может быть и связать кусочек вместе со мной, чтобы было понятно. И что-нибудь нафантазировать, что можно связать по кругу таким узором. Было очень много вопросов, просьб показать, как вяжется узорчик, который нам всем понравился, нашего теплого жилета вертикальным узором по кругу. И сегодня я хочу показать, как это делается. Давайте вспомним, что вначале мы с вами вязали вот такую вот начальную цепочку. Начальная цепочка достаточно интересная, симпатичная. Я думаю, что она пригодится и в каких-то других узорах. 4 воздушные петли мы набрали, и в первую воздушную петельку мы набираем столбик и еще один столбик. 2 воздушные петельки и еще 3 столбика с одним накидом. Очень часто таким образом начинают вязать шали. Вот. Здесь мы с вами провяжем начальную цепочку. 1, 2, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и в самый центр вяжем опять 3 столбика, 2 воздушные петельки и 3 столбика. Раппорт узора, 2 воздушные петельки. Раппорт узора получается у нас такой двойной узорчик. То есть вот за вот такую арочку мы будем вязать узор. У нас должно получиться четное количество таких вот узорчиков. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем. Немножечко провяжем нашу начальную такую вот, если можно выразиться, цепочку. 2 воздушные петельки. И потом начнем вязать узор по кругу. Набрали цепочку, которая вам нужна, обязательно считаем. Должно быть 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Обязательно 1, 2, 1, 2. То есть четное количество нашего узорчика. Четное. Провязали 3 воздушные петли. Наша задача теперь, смотрите, что сделать. Вот. В самый наш первый кустик или в самый наш первый веерочек нам нужно соединить 3 воздушные петельки. Вот они у нас. Вот. Теперь нам нужно соединить в круг еще вот там, где мы начинали вязание, наша ниточка такая, замкнуть. То есть у нас должен быть узор идти по кругу. Вот. И в этом месте, вот здесь, где мы в самом начале начинали, нам нужно обязательно замкнуть узорчик, чтобы он у нас был по кругу. То есть ниточку затянем. Все. Идем дальше. В самом начале, вот там, где у нас ниточка, мы начинаем вязать узор. 1, 2, 3. И еще 4 столбика. По узору, я надеюсь, вы помните, у нас идут 5 столбиков. 5 столбиков. И веерочек, который мы только что с вами вязали. Вот он у нас с вами перед глазами. 3 столбика. 2 воздушные петельки. 3 столбика. 1, 2. Вот. Опять 5 столбиков, арочку, 5 столбиков. Наша задача провязать так 2 рядочка для того, чтобы потом начинать создавать красоту. 4, 5. Чередуем 5 столбиков и веерочек. Провязали первый рядочек по кругу. Что самое главное? Соединение. Да? Вот наш веерочек, и следующий узор нужно обязательно, чтобы у нас были просто столбики. Мы с них начинали вязать. Первую и последнюю петельку соединяем соединительным столбиком. Вот так вот. Вот и все. И начинаем вязание заново. 3 воздушные петли.
столбики, все, которые у нас есть. То есть вяжем точно так же, как мы сейчас вязали, 5 столбиков с одним накидом. И веерочек. Веерочек в центр арочки из 2 петель, которые у нас были, вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки и 3 столбика. Второй ряд мы просто повторяем, а потом уже начинаем вывязывать красивый узорчик. Привязали второй рядочек, столбики, столбики, веерочки, веерочки. И опять соединяем соединительным столбиком в самую первую петлю первого столбика у нас. А первый столбик это были 3 воздушные петельки. Вот так вот соединили. И вяжем третий ряд уже с интересным узорчиком, добавляем. Столбики мы вяжем точно так же, как они у нас есть. 5 столбиков провязываем. Провязали 5 столбик. Теперь вяжем воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, либо 6. Тут уже по желанию. Смотрите, первый пропускаем веерочек вот сюда. В центр столбик без накида. Я провязала 6 воздушных петель. Поворачиваем вязание и по цепочке провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Поворачиваем вязание вот такой лицевой стороной. Вот наш веерочек. И вот также смело вяжем. Довязываем, ничего не меняя. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петельки. 3 столбика. 1, 2, 3. Довязали. Вот наша красота. И 5 или 6 воздушных петель, но нужно смотреть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Насколько вы туго вяжете, насколько красиво все получается. И вот в это же место, вот сюда, также мы провязываем столбик без накида. Так, сейчас еще разочек сделаю, чтобы это было удобно. Вот так вот. Воздушные петли. Вот наше место, вот оно, сюда вкалываем, столбик без накида, разворачиваем вязание, чтобы было удобно, да, перед нами цепочка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, развернули вязание и идем дальше. Наши столбики, вот они у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Наша красота. Теперь мы вяжем в каждом ряду вот такие красивые волны. Провязали 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый пропускаем узорчик за второй по центру. Столбик без накида. Поворачиваем вязание, цепочку для себя, чтобы было удобно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание по кругу и в веерок вяжем веерок. То есть узор у нас остается тот же самый, только мы добавляем такую красивую обвязочку, которая придает нашему изделию изюминку. Как бы просто веерочки, просто столбики. И такие вот красивые обвязочные полосочки у нас получаются. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То же самое место в крючок вкалываем, поворачиваем себе вязание и вяжем. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Находим наши столбики, вяжем их 1, 2. Если хотите сделать расширение по кругу, вот эти столбики можно всегда увеличивать. Допустим, по центру провязывать по 2. И будет красивое увеличение, если оно вам необходимо. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. Разворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание к себе и вяжем веерочек. 1, 2, 3, 2 воздушные петельки. Сейчас довяжем вязание. Я хочу показать, как именно соединять последний наш кусочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание удобной для себя стороной. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Мы подошли к тому, что ряд закончился. То есть мы точно так же в самую нашу, вот у нас 1, 2, 3, в третью воздушную петельку мы присоединяем соединительным столбиком. Вот по кругу мы присоединяемся. Все. Наш узорчик готовый. Мы вяжем точно так же, как начинали вязать. 1, 2, 3 воздушные петли. Второй столбик, третий, четвертый и пятый. Пятый. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Верхний мы не провязываем, а вот под веерочек под верхним присоединяем и вяжем нашу красивую обвязочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание к нам лицом и вяжем веерочек. И вот так вот складываются наши красивые вертикальные полосочки, которые очень красиво смотрятся и очень просто вяжутся. Просто-напросто веерочек и столбики с одним накидом. И между ними вот такая красота. Надеюсь, видео будет полезным. Было очень много просьб связать, соединить, показать по кругу, что я и сделала. Узорчик-то у нас остался неизменно. Мы его уже вязали, мы его знаем, нравится. Вот. Как вяжется по кругу? Вот таким простым способом. Столбики соединяются с веерочками вот здесь. Все. И получается круг. Вязание по кругу, я уверена, будет очень красивая кофточка или джемперочек, или то, что вам придет в голову. Это может быть и кардиганом. А если вы захотите юбочку связать, набрали вот такие вот красивые наборные веерочки. Вниз у нас будут смотреться вот такие красивые рядочки. И делаем расширение в столбиках. Вот. То есть из одного узора можно придумать несколько вариантов разного вязания. И прибавляем. Допустим, по центру вяжем 2 столбика. Идет расширение. Будет клин идти, а между клином будет идти вот такой узорчик симпатичный. Я думаю, это будет очень красиво. Обязательно, кто попробует, покажите. Я думаю, что красота. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. А у меня их очень много. Обязательно 2 января вернитесь на канал. Будет самый шикарный берет. Анонс выдаю. Берет, который я только вязала. Необычайной красоты. 2 января. Первого слайд-шоу. Напоминаю всем, кто смотрит из постоянных моих подписчиц. Всех с Новым годом! До новых встреч!